Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим такую вещь, как создание сидов. Что это такое? К примеру, вы миграцию часто меняете с помощью команды. И это я еще не показывал. Я в данном уроке также покажу сначала. Но что вот это имеется, седы? К примеру, вы выполнили команду, обновили миграции таблицы, и чтобы сразу, вот, к примеру, таблицы users, в таблице роли были данные. И чтобы каждый раз не заходить PHP-MyAdmin там или там где-то еще добавлять, это все можно запустить седы, и сразу будет тут заполнены, к примеру, 3 роли, там админ, клиент, букер, ну, бухгалтер, и тестовые там пользователи, под которым можно будет раз и зайти. Итак, изначально, как обновлять миграцию? Это можно перейти, вот, к примеру, одну из таблиц миграции и поменять. К примеру, я захочу тут вот сделать first name. Изначально у меня сейчас вот name, а я хочу сделать first name, last name. Так. И можно вот такую команду сделать. PHP artisan migrate refresh. И вот, данная команда, она полностью обновляет все миграции. Смотрим, что у нас в базе. Вот оно у меня поменяло. First, last name. Так, теперь переходим к сидам. Как создать сид? Для этого пишем команду php artisan make seed и называем users. Далее, ну, так обычно называют table и seeder. То есть обычно вот так вот называют. Первое, ну, каждое слово с большой буквы. Ну, к примеру, у меня таблица users, значит users tables seeder. Вот, seeder успешно создан. Так, где сиды лежат? Вот оно находится в database папке, далее seeds, и вот оно users table. Так, теперь давайте будем наполнять. То есть получается, в данной команде можно при запуске запустить добавление данных. Я сейчас, получается, создам данных юзеров, потом будет ролей. Ну, роли это мы создадим другой файлик сидов.
Так, создаем юзеров. Так, первый юзер. Так, структура. У нас first name. Last name. Далее у нас email. Еще подключу сейчас хэш, use хэш. Так, еще одного. То у нас будет второй. И третьего. Так. Так, мы создали данных юзеров, но еще надо выполнить сохранение. То есть закидку в базу. Для этого я делаю цикл for each. Тут у нас user. И сразу вот user. Вроде всё правильно. Так, мы прописали все, что нам надо, чтобы сюда запустились в базу, но еще надо прописать сам сид. Для этого надо перейти в seeds, database seeder, и здесь вот прописать вот название того сида, который мы хотим запустить. Это у нас users stable seeder. Что-то добавлено users. Это protected. Guarded. Вроде все правильно. Так, еще раз проверяю. Так, хэш меня смущает. Хэш так прописывается.
Так, так, так. Так, теперь надо, получается, запустить сами сиды. Переходим в консоль. Так, вводим мы такую команду, ну еще добавляем минус сид. Вот оно успешно запустило сиды. Проверяем. Вот оно у меня есть. Так, теперь надо еще создать сиды для ролей. Я еще users вместо users rows table header. Так, еще надо немножко неправильно. Роль. Здесь должна быть роль. То есть пользователь с роль ID. Так будет правильнее. Так, теперь создаем данные для ролей. А еще так, компьютер подвис. Еще для ролей надо добавить алиас. То есть, получается, можно менять имя роли, там подпись, как бы назвать как-то по-другому, а вот алиас, оно будет постоянным, чтобы можно с помощью него достать запись. Так. Тут будет имя админ. Или пусть так будет админ. А тут алиас будет админ и постоянным. Тут у нас будет клиент. Client. И еще один. Букер. Бухгалтер. Еще надо добавить свойства. Модели роль. Теперь еще пропишу сам сид. Database seeder. У нас source. Database seeder. 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 Database seeder.
Ага, еще надо здесь добавить row ID. Тут пусть у нас будет первый. Или, чтобы не сказали, что я там хардкод делаю, для этого можно брать роль, но роль должна быть у нас выше. То есть сначала мы записываем роли, а потом запускаем сидов юзеров. Так, получается, я пишу роль, далее where, далее alias, далее достаю название админ и беру ID. Так, здесь client. И здесь у нас букер. Так, так. Теперь переходим в консоль. Делаем refresh между следами. Что там не так? After users. Угу. Тут проблема получается в том, что миграция users, она как бы запускается раньше, и оно пытается указать foreign key. Но foreign key у нас ссылается на роли, а роли она у меня запускается последним. То есть получается, для этого надо переименовать наши миграции, чтобы роль она запускалась первой, а потом уже users. Так, чтобы можно просто вот я копирую. Мгм. Так, и тут вот пусть будет 11 фактор. Вот. Мы сместили на первое, то есть роль должна запуститься раньше. Выполняем. Ошибки в базе, поэтому оно это все надо чистить.
Вот она у меня, получается, запустилась. Вот и все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!